Всем привет! Вы на канале Кухня Эвелин. И сегодня приготовим самый вкусный торт, который я готовлю уже 5 лет на каждый день рождения. Нежнейший торт «Молочная девочка». Этот торт не нуждается в пропитке, а коржи готовятся на жидком тесте без раскатки. Коржи замешиваются за 5 минут, а для крема ничего варить не нужно. Торт получается настолько вкусным, что все гости подумают, что его вы точно заказали у профессионального кондитера. Готовится он очень просто, и рецепт лично мною проработан до мелочей. Я расскажу все тонкости, чтобы вы получили наилучший результат. Как это вкусно! Как же это нежно! Очень! Итак, начнем приготовление. Так, а можно с тобой приготовление? Конечно, это твой тортик, будешь самой готовить. Мой день рождения. Так, если что, это на украшение. Такие вот сердечки. Все в конце покажу, но это уже будет, когда мы приготовим торт. В миску вбиваем 4 яйца. Я буду готовить двойную порцию. Огромный такой, почти 3-килограммовый торт. Вбиваем яйца. Я в первый раз вбиваю яйца. Добавляем щепотку соли. По желанию для аромата можете добавить 2 пакетика ванильного сахара. Дальше добавляем 2 банки сгущенки по 380 грамм. Если одна порция, одна банка сгущенки, но мы двойную, значит 2 порции. Но это не банка. Это бутылка. Всего у нас получается 760 грамм сгущенки. Полностью держи, чтобы оно все стекло. О, вот так вот. В 400 грамм муки добавляем 2 чайных ложки разрыхлителя. Мука у меня уже просеянная. Это обязательно. 1 и 2. И хорошенько смешиваем муку с разрыхлителем. И муку высыпаем всю прямо сразу в яйца и сгущенку. Всю полностью. Сразу включаем миксер. И миксером, либо ручным, либо планетарным, взбиваем до соединения ингредиентов на средней скорости. Нужно просто объединить все ингредиенты вместе, до однородной консистенции. Все, тесто готово. Посмотрите, какая у него консистенция. Оно достаточно густое, вот такое вот тягучее. Взбивала я сначала на низких оборотах, а потом постепенно увеличивала, чтобы разбились все куски муки. Вот если у вас там оно достаточно жидковатое, можете ориентироваться и добавлять немножечко муки и еще домешивать. Все, тесто готово. Вот так вот просто оно готовится. Только ему нужно дать постоять 10-15 минут. За это время очень хорошо разойдется в муке клейковина, и тесто станет уже таким, знаете, более активным. Тогда можно будет приступать готовить коржи. Уже можно разогревать духовку на 180 градусов. И подготавливаем. Нам нужно пергамент. И вот желательно какую-то картинку с кругом, где вам можно будет удобно рисовать коржи. Очень хорошо видно диаметр круга, и будем вот так вот распределять тесто по пергаменту. Желательно пергамент используйте силиконизированный, к нему не будет приставать тесто. Чтобы понимать, какой диаметр торта, я беру обычно тарелку, в которой я буду собирать торт, и сравниваю. Вот я буду делать 27,5, потом он немножечко сузится и будет где-то 25. Прошло 15 минут, и на тесте образовались такие вот пузырьки, посмотрите. Вот, видите? Все, тесто активно. Добавляем несколько столовых ложек теста и распределяем его по диаметру. Но учитывайте, что оно при выпекании немножечко сузится. И вот так вот тоненько, совсем, не толстый корж делайте, тоненький. Молочная девочка не делается с толстыми коржами. Вкус, когда они такие тоненькие, поджаристые, тогда вот будет самый вкус. Главное, распределяйте равномерным слоем. Вот такое вот тесто, почти прозрачное, я не знаю, толщина, наверное, миллиметр, 1,5, не толще. Еще я тесто накрою пищевой пленкой, чтобы оно не заветрилось. Выкладываем корж на противень, вот так вот, ловким движением руки, и ставим в духовку.
Выпекаем в разогретой духовке на 180 градусов примерно 5-7 минут до такой легкой золотистой корочки. Совсем легенько, не нужно их зажаривать. Он должен быть такого слегка-слегка прижаренного цвета, почти белый. Вот 5-7 минут достаточно. Как только приготовится тот, сразу нужно, чтобы был готовый следующий. Вот так вот. Раз. Аккуратно, аккуратно. Вот так. Слегка-слегка, до конца не придавливай. Угу. Угу. Опа. Сначала удобненько, да. Ну, обрежется. Все, распределили. Конечно же, вы спросите, а можно потолще его приготовить, такой, ну, немножечко больше, чтобы, там, например, получилось 4-5 коржей, и все. Конечно же, можно. Можно, но вкус будет немножечко другой. Он будет напоминать бисквитный, с легким сгущенным оттенком. А вот так вот, ну, это совсем другой вкус. Вы попробуйте вот так сначала, а потом уже более такие толстенькие коржи испечь. Но я пробовала и так, я уже этот торт готовила очень много раз, потому что это любимый торт на день рождения, поэтому все нюансы я уже по нему знаю. Все, корж готов, вот смотрите какой он. Вот тут даже слегка прижарилось сильнее, можно даже раньше доставать. А здесь он совсем слегка, видите, только-только золотистый, достаем. Я его держала здесь 5 минут, поэтому смотрите по коржу. Так, еще один моментик. Корж на корж складывать нельзя, потому что они очень липкие, они просто прилипнут друг к другу. Поэтому между ними прослаиваем пергаментом, чтобы они не слиплись. Смотрите, вот тот идеальное состояние, которое нужно прожарить. Здесь, где тоньше тесто на краях, немножечко прижаривается, но вот такой вот он идеальненький. Смотрите, вот с другой стороны он вот такой. Вот такие вот выпекайте. Так, ну что, все коржи готовы. Прослаиваю каждый пергаментом, чтобы они не слиплись. Сначала они мягенькие, а потом встают более такие вот, видите, как стабильненькие. Получилось 8 коржей диаметром 26 сантиметров. Для ягодной прослойки будем делать ягодное конфи или начинку ягодную для торта. У меня здесь замороженная голубика, вы можете использовать любые замороженные ягоды, либо свежие. Ягод у меня 600 грамм, все измельчаем хорошенько блендером. И чтобы избавиться от семянной кожуры, перетираем пюре через сито. Этот шаг можете пропустить, но если хотите однородное такое вот нежное пюре ягодное, тогда, конечно же, обязательно это сделайте. Вот такое вот пюре получилось, уже без косточек и без кожуры. Конечно же, вес изменился, и здесь уже примерно 400 грамм. Ставим на огонь и доводим до кипения. И пока ягодное пюре закипает, я добавлю 100 граммов сахара. Если у вас они кислые, конечно же, добавляйте там 150-180 граммов. Дальше нам понадобится вода, либо же ягодный сок, если у них там при разморозке выделился. И сюда же добавляем примерно 2 столовых ложки крахмала. Это 40 граммов. Крахмал у меня картофельный, но обычно я использую кукурузный. И хорошенько перемешиваем до однородности. И в кипящее ягодное пюре добавляем сначала сахар, 100 грамм, перемешиваем. Снова ждем, пока закипит. Огонь ставьте небольшой, чтобы пюре не пригорело. Снова пюре закипело, и теперь вливаем воду с разведенным крахмалом. Еще раз перемешиваем и варим, пока не загустеет конфи. Оно буквально сразу, вот уже чувствуется, начинает густеть. Только перемешивайте интенсивно, чтобы оно не пригорело. Сразу же превращается в вот такую вот густую массу. Проварим буквально минутку, чтобы крахмал немножечко проварился, и снимаем с огня. Вот такое вот пюре получилось. Вот оно сейчас такой густоты, но после остывания будет еще более гуще станет. Я переливаю в другую миску и поставлю ее в холодную воду, чтобы пюре быстрее остыло, потому что пока оно будет горячее, мы не сможем собрать торт.
Коржи готовы, и конфи ягодная тоже остывает. Дальше приготовим крем. Для крема нам понадобятся сливки 33% жирности. В этом торте можно сделать крем на основе больше сливок, либо же на основе больше творожного сыра. Я делала и так, и так. Мне больше всего нравится, когда большая часть сливок идет, а творожного сыра либо наравне, либо чуть меньше. Потому что когда сливок больше, он более нежный. Когда творожного сыра, тогда он более такой стабильный, какой-то более такой получается. Нам понадобится 1 литр жирных 33% сливок. Желательно их положить предварительно перед взбиванием в морозилку на минут 15, чтобы они хорошенько охладились. И венчиками, миксером, либо планетарным, либо ручным, взбиваем сначала на низких оборотах и постепенно увеличиваем до, можно выше среднего, но не прям сильно. Взбиваем до мягких пиков. Все, сливки взбили. У меня получились, конечно, не мягкие пики, а более уже такая плотная масса, но не нужно так взбивать. Вы можете легко перевзбить сливки. Лучше взбивайте, как только оно начало легкие такие пики. Все, выключайте. Дальше нам понадобится творожный сыр, либо маскарпоне. Выбирайте, какой вам нравится. Это маскарпоне, это обыкновенный творожный сыр. Я использовала абсолютно любой, даже какой-то самый дешевый по акции прекрасно подходит. Главное его правильно подготовить перед тем, как смешивать со сливками. Буду добавлять маскарпоне в этот раз. В отдельную миску высыпаем маскарпоне, либо творожный сыр, все, что у вас есть. И обязательно для оттенка сладости и вкуса натираем лимонную цедру. Снимаем только желтую часть. А на часах уже час ночи. Завтра день рождения, нужно успеть. И по желанию еще пакетик ванильного сахара. И последний ингредиент – сахарная пудра. Буквально несколько столовых ложек. И творожный сыр сладкий, и сами сливки по себе сладкие, поэтому пудры совсем немножечко. Добавляйте и пробуйте на вкус. Нужно сделать, чтобы был такой сладенький, хорошо сладкий этот крем, и когда мы будем совмещать со сливками, сливки разведут уже более сладкий крем, и получится вот идеальная сладость. Несколько столовых ложек сахарной пудры. Раз, два, 2,5, либо 3. Вот сейчас я добавила. И вот так вот лопаткой все смешиваю. Не надо ни венчиков, ничего, просто вот вмешайте пудру и немножечко разбейте вот эти куски сыра. Так, все, сырную часть попробовала. Она очень сладкая, ну вот, хорошо сладкая, поэтому больше я пудры не добавляю. И сейчас нужно смешать эти две массы вместе. В творожный сыр добавляем в 3 этапа сливки. Сливок добавляем. И вот так вот лопаткой мы аккуратно вмешиваем их. Вот так вот, чтобы не разрушить структуру сливок, а просто вот вмешать. Добавляем вторую часть сливок. И перемешиваем до тех пор, пока не введем все сливки в сыр. Все, крем готов. Посмотрите, какой он воздушный и очень стабильный. Перекладываем его в кондитерский мешок. Дальше собираем торт. Смотрите, можно вырезать коржи под кольцо, чтобы он был идеально ровный. Вырезаем, в принципе, какой вам там диаметр, можно поменьше, но будет много обрезков. Можно только вот так вот ножничками, где вы видите, там сильно выступает, вот так вот обрезать. И все. Дальше, если останется крема достаточно много, то можно будет выровнять. Торт-то домашний, я же не на заказ готовлю. А если уже на заказ, то, конечно, да. Нужно все кольцом вырезать. Для первого коржа каплю крема, чтобы торт не ерзал, и кладем первый корж. Дальше наносим крем. Размазываем крем, чтобы равномерно был. Визуально поделите, насколько у вас коржей, насколько слоев крем. Я уже не буду ни взвешивать, ничего, потому что, в принципе, я на глаз все делаю. И добавляем конфи.
Конфи можете добавлять перед кремом, либо после. И кладем в следующий корж. Слегка прижимаем. И снова в той же последовательности крем, конфи, корж. Так собираем весь торт. И снова конфи. Так, ну что, торт собрали. Посмотрите, какой огромный просто получился. Высокий, широкий. Мне все нравится. У нас будет много гостей, много детей, поэтому нам нужно именно такой торт. Смотрите, сколько осталось у меня крема на покрытие сверху и хорошенько выравнивание, потому что есть в одной стороне чуть больше, где-то там все моменты, мы же их не вырезали идеально, поэтому вот этот крем оставляем до завтра. И еще для украшения оставлю буквально столовую ложку конфи ягодного. Завтра покажу вам, как будем украшать торт. Главное сейчас все хорошенько упаковать в пищевую пленку и отправить в холодильник на ночь. Все, торт хорошенько упаковали. И отправляем его, ой, тяжелый, отправляем в холодильник до завтра на целую ночь. Но если вы готовите день в день, то хотя бы оставьте его на 4-5 часов, чтобы он хорошенько пропитался. Прошла ночь пропитки и наступил день рождения. Снимаем пищевую пленку и занимаемся украшением торта. В тарелку выдавливаем пару столовых ложек крема и туда же добавляем оставшиеся ягодные конфи. Все смешиваем и получается пастельно-фиолетовый крем для декора. Им мы украсим бока торта. Весь оставшийся крем выдавливаем на поверхность торта и выравниваем шпателем. Если вы хотите получить более красивый ровный вид торта, тогда распределяйте половину крема, ставьте в холодильник для стабилизации. Дальше оставшуюся часть крема также идеально выравнивайте и можно украшать. После обязательно ставим на стабилизацию и можно подавать на стол. Но я очень сильно не успевала, и в это время у меня уже в соседней комнате дети с нетерпением ждали торт. Поэтому я сразу выровняла торт всем кремом, по бокам украсила кремом с конфи, а маршмеллоу сердечки разрезала пополам и украсила весь верх торта. Ставим в холодильник для стабилизации хотя бы на полчаса, я поставила на 5 минут, мне было только столько времени, и можно подавать на стол. Торт «Молочная девочка» готов. Очень красивый и эффектный в разрезе. Хочу отметить, что крема ни в коем случае не делайте меньше. Можно сделать только побольше. И можно еще больше конфи. Я вам рассказала про порции самого вкусного крема и самых вкусных коржей для этого торта. Еще я пробовала коржи с добавлением сливочного масла, но разницы абсолютно не чувствуется. Еще главная особенность этого торта то, что с каждым днем он становится еще вкуснее и вкуснее. Это проверено. На третий день он будет такого вкуса, что в первый это лишь половина его всего вкуса. Ну что, тортик готов, давайте пробовать. У нас уже второй день после дня рождения, и это последний кусочек, который остался со всего огромного 3,5-килограммового торта. Вот вам гарантия того, насколько это вкусно. Съедают просто все и еще домой просят кусочек, поэтому, ребят, это тортик просто вот невероятный. Давайте пробовать. Как это вкусно! Как же это нежно! Очень! Это мой любимый тортик. Очень вкусно.
очень нежно. Вкус, знаете, без пропитки, абсолютно ни один корж мы не пропитывали. И он без пропитки просто настолько сочный, настолько мягкий, невозможно просто вам рассказать насколько. Просто вот, ну он очень пропитанный, ну просто вот нежнейший. Самое вот главное, это его вот оттенок вот этой молочности, очень такой сливочный. Сгущенки здесь она лишь так, знаете, слегка дополняет вкус. Крем дает такую насыщенную сливочность, нежность. Как я уже вам говорила, когда делаете крем, какой у вас будет часть сливок и маскарпоне либо творожного сыра, такая вот и будет молочная девочка. Конфи я бы добавила даже больше, мне не хватает его еще больше. Но иногда можно и переборщить, тогда он будет на себя много брать. Вот здесь оно слегка чувствуется. Я делала когда-то на клубнике, и клубники так хорошенько, мне больше нравилось на клубнике. Голубика, она настолько нежная, настолько вот как-то просто слегка-слегка вообще далеко дает вкус. Мне больше нравится все-таки с клубникой этот торт, но это на любителя. Посмотрите, какие все коржи как один. Ничего не раскатывали, ничего там не вырезали. Конечно же, идеально было бы сделать его там идеально ровным, но это домашний торт на день рождения. Поэтому я не кондитер, но поверьте, этот торт стоит вашего внимания. Так что, друзья, если вы не пробовали молочную девочку, обязательно попробуйте по этому рецепту. Я готовлю уже, наверное, его 4-й год. Я впервые его попробовала приготовить, и просто в самое сердечко всем, и нам, и гостям, ну, все просто вот обожают этот торт. Да, он не дешево его приготовить, но это вот праздничный, настоящий, вкусный, невероятно вкусный торт, который запомнится и вам, запомнится и вашим гостям. Так что обязательно готовьте, напишите ваши комментарии, а если приготовите, обязательно ваши фотоотзывы в мой телеграм-канал. Всем огромное спасибо, кто досмотрел меня до конца. Всем до новых встреч. Пока!